Девочки, доброе утро, мои дорогие, всем 31 декабря. Как и положено у хорошей хозяйки, у меня с утра уже кипит здесь бурная деятельность. И я хочу первым делом выразить огромную благодарность девочки за ваш совет, за ваши такие, действительно ценные такие подсказки, советы. Это вообще большое дело иметь канал, когда можно обмениваться опытом, когда всякие вот, как казалось бы, такие мелочи, казалось бы, ты 100 лет уже что-то знаешь, готовишь, но тем не менее ты постоянно учишься, ты узнаешь что-то новое, вот берешь для себя. Вот, и за это огромное вам спасибо. Действительно, я взяла на этот раз для голубцов вот такую вот длинную капусту, и она, конечно же, в разы лучше, чем вот это то, что было. Это действительно совсем другое дело. Единственное, что она у меня, Валерочка брала, она просто очень длинная получилась, не влазит в кастрюлю. Но я сначала ее кипятком ошпарила, поснимала, и вот хочу немножко проварить. Потому что те, которые были внутри, листочки, они, немножко такие тугие, то есть, нужно их немножко проварить. Вот эти первые, они сразу подходили, они тоненькие. Вот, поэтому я приятно удивлена, это действительно то, что нужно. И заворачивать легко, и не такая толстая, вот это вот, там, где кочерышка, от кочерышки отходит. В общем, класс, класс. Спасибо вам огромное еще раз. У меня здесь уже фарш, я уже приготовила оливье, вот занимаюсь сейчас голубцами. У меня уже готово под шубой оливье. Вот теперь мне главное сделать вот голубцы. Потом я хочу сделать вот эти вот пальчики с грибами и сыром. Вот, и там уже закусочки такой. Потом мне нужно сделать вот сыр, майонез, чеснок, яйца. Кстати, яйца нужно отварить, сделать тарталетки. В общем-то, потом по мелочи, но вот главное, самое вот это вот сейчас голубцы и эти пальчики. Вот, мама картошку приготовит, поэтому я думаю, что дружненько мы все с вами осилим. Послала человека... Зачем я тебя, Валера, посылала? За маслом. За маслом сливочным. Ты, кстати, его купил? Да. Смотри, Понапокупал? Смотри, какой виноградик вообще. Ты что, это сказка, а не... Понапокупал, чего надо и чего не надо. Вот этот вот салат. Вот я ж не просила его покупать. Хлеб, да. Багет свеженький, да. Яблок, мандарин. Мандарины нужно сейчас попробовать. Они, конечно, красивые, но, не знаю, я все же больше доверяю вот этим клементин, которые... Это нет. Да. Это вообще что-то такое греческие. А греческие, они не сладкие обычно. Смотри, какой виноградик. В общем, такое. Понапокупал уже, чего надо и чего не надо. Как всегда. Мужчин посылать, это растраты умножить на 2. А то и на 3. Посмотрите, какой у меня красивый получился фарш для голубцов. Я пережарила лук с морковкой, рис купила вкусный, хороший. Посолила, поперчила, и фарш хороший, мясо. Вот. Очень надеюсь, что они получатся вкусные. Вот. Яйцо не буду добавлять, потому что рис хорошо скрепляет, а яйцо оно делает, тугим. И фарш, и тесто без яйца будет лучше. Мне хочется, чтобы они были нежные. Вот. И пока одну капусту отварила, одну капустину, вот, потому что там внизу вообще большие листья, может быть и хватит. А нет, придется еще одну варить. Так, девочки, голубцы я уже накрутила. Вот сделала вот такую вот подливу на голубцы, потому что их у меня на самом деле получилось почти 3 ряда, но, извините, знаете, там дня на 3-4, если будут, останутся, то это замечательно. Не нужно думать, что его готовить, по большому счету. Вот такая вот она густая, хорошая. Вот, хочу еще сметаны добавить туда, на голубцы, и залить сверху вот этим вот соусом. И у меня не хватило яиц, хочу сделать вот эту сырную. Сыр, яйца и чеснок. Вот, и тарталетки начинить. Так, и по ходу вот я уже начала резать грибы на пальчики. Вот пальчики, рулетики, как там их кто называет. В общем, бардак, места мало. Такое, как-то успеваю убирать. Одну приготовила, убрала. Мусора много получается. Так что работа кипит, на улице серо. Было уже и солнышко, вот теперь уже набежала туча. Был, конечно, и дождь уже, видите, мокрая дорога такая, асфальт мокрый, и дома тоже
Ой, душновато, влажновато, постоянно работает, включается наш этот, скажите, открою окошко, но когда проветриваешь, вроде бы как лучше становится. Теплынь вообще. Я так завидую вам, у кого снежок. Вот, у нас, конечно, вообще не новогодняя погода. Девочки, ну, дошла у меня очередь до пальчиков. Потихонечку их готовлю. Тут у меня голубцы уже тоже потихонечку млеют. Я не люблю, когда оно кипит. В идеале бы, конечно, в духовку поставить. Это вообще голубцы сказка, когда они в духовочке стоят, млеют. Вот сейчас на медленном огне сделала их в кляре. Вот эти пальчики переверну сейчас без всякого тушения. Вот, раньше я их тоже могла свернуть в духовочку и все, потом сыром посыпать, и вкусно. У меня такое основное будет горячее, и все. Буду сейчас делать закуски, и все, сделаю бутерброды. У меня такой прям будет такой домашний, прям типично новогодний стол. Вот, с моего детства. Вот, бутерброды со шпротами, я их так хочу, бутерброды с икрой. Вот, да, вот намазка сырная. Голубцы, салаты такие домашние. Вот. Да, забыла, девочки, совсем сказать, что я их делаю в кляре только из-за того, чтобы они не раскрывались. Потому что нитками приматывать мне точно не хочется. Да потом очень долго их разматывать. Неудобно, некрасиво. Поэтому вот из-за того, чтобы они не раскрывались сейчас при готовке, я сделала в кляре. Вот. Единственное, что очень аккуратно переворачиваю. Складывать буду, чтобы этот кляр не повредился. И это выглядело эстетично и симпатично, потому что это все-таки праздничный новогодний стол. Вот. Ну, а за вкус, конечно, это будет вкусно. С кляром это вкусно. Вот. Так что стол будет называться а-ля «Назад в детство». С ароматными блюдами уже, наверное, слава богу, покончено. Еще там осталось мне просто черный бородинский хлебушек. Ну, немножко обжарить, да, чтобы были вкусные такие гренки. Вот. Сейчас я вам покажу, как выглядят эти пальчики мои. Ну, они на самом деле выглядят очень даже интересно, а это просто темненько, это грибочки. Вот так вот. Все, потихонечку. Потихонечку я выключу. Скоро уже голубцы. Ну и все, буду закуски делать. Тут Дашунька подоспела с подарочками. Но вы посмотрите, какой талант это все упаковывать. Но это вообще... И даже снежок. Ой, какая красота. Какая красота. Короче, у нас подарочки не убывают под елочкой. Класс. Так, ну вот тут же приехал Марк со своим подарком. Ну, точнее, они поехали с папой, и Марк хотел вот себе такой вот в подарок на Новый год. Давай, показывай. А сколько ты хотел, Маркуш? А? Говорю, это сколько ты уже о нем мечтал? Там много, вот уже как. Вот как. Это же сейчас модно. А пластинку взяли? Вот, 3. 3 даже? 3. На что там оно? Не буду говорить почем, пластинка. Одна. Марк нам сказал, как всегда, знаете, дети говорят, да там 3 копейки, а потом в итоге приезжаешь и там все умножить на 33. А ну покажи. 100 евро только за пластинку. Ну все, мы теперь будем слушать Modern Talking. Валерий, ты купил тоже такое? Ну, папа хотел этот Pink Floyd свой. Ну да, уже хотя. Ну давай говори, что это у тебя за группа, это что? Это моя любимая группа. Так почем пластинки? Ну вот. По 32 евро. Прекрасно. Ну я так и знала. Даже 33, 27, разные. Потом тут как-то получилось. Маркушек, ты у нас такой, самый тихушный. Молчишь, а потом раз пошел и все. Это получилось как-то так, я не знаю. Ну понятно. Да я не знаю. Вот ты в кое веки бабку захотел взять с собой. Да в смысле, мы же с тобой... Да в смысле, мы же с тобой смотрели. А то прям не хочу, я взрослый, буду сам ходить. А то и поехали со мной.
Всё. Деньги забыл. И деньги свои подарочные забыл. Да попусти. Умница, Маркуша. Чего не скажешь. Так, у меня здесь все тоже. Вот уже сыр, яйца, вот чеснок сейчас приготовила. Чесночницу они приехали. Там курица. Не знаю, будем мы готовить, Лера, с ананасов или завтра уже? Или на завтра? Ты шо? Ну, завтра утром, может, свеженький. Он не стечет? Ой, ну распаковочка, да? Ну да. Это прекрасно. Это как чемоданчик, ты теперь будешь с ним везде ходить, да? Ну да, ну вот Да, это Маркуш? О, тут еще тут колонки, короче, тут колонки, оказывается, встроенные. Это в том музыкальном магазине, что возле Хронплац, да? Там? Я не, ну там ФНАК. Это как будто немцы раньше ездили со своим этим. Ага, я же вижу, с чемоданчиком будет теперь Марк у нас. Вот теперь я буду тут же, а что тут какие-то кнопки? А, тут эти. Слышишь, ну я помню раньше, да, нужно было иголочку протирать. Там, да, Валер? Это старые ваши. То старое. А сейчас по-другому, да, все? Советские. Ну, смотри. Боже, как все возвращается, да? Вот тем не менее, как бы куча этих новых технологий, море, но тем не менее все возвращается аккуратно, Маркуш. Потому что если дернешь, то ты уже его потом не починишь, ты же понимаешь. Вот. Ещё Оно от чего работает? От сети? не, вот Нет, от чего? Заводить надо, как патефон, это нет, вот эти. накручивать. Я не знаю, как оно работает, надо почитать. Ну, наверное, ж от сети, Маркуш. Шнур. От чего? Как оно? Оно не Вот поти... Сбоку. Сбоку. Вот шнур. Вставляешь и все. Ну как это не от сети? От сети. Вот же шнуры. Вот. А, вот, да, вот все шнуры. На. А как нам? На, стой сбоку, Марк. Где? Тихо. А как нам его? Стал на стол пока. Будем сегодня танцы у нас. А вам Как помните, в старых фильмах вот эти заводят этот патефон. Да. И пошли. Сейчас я бант себе в волосы накручу. И вперед. Каких у тебя групп пластинки? Я так и не поняла. Группы мои любимые. И вот той, которая Это ты... мои, да, вот это мои все самые любимые. Которых ты на концерт едешь? Валер, ты Да. хочешь не поломай ничего. Ты что там уже дергаешь так активно. Блин, я не знаю, как оно тут куча кнопок. Куча Разбирайся, кнопок. Маркуша, кто знает. Боже, а что ты говоришь, Валер? Ну, хорошенький. Во-первых, он от Bluetooth, глянь, работает. А, то есть ты тут можешь слушать... Я не знаю. Ну, так читать. Ну, возьми на Ютубе найди. Там что, на китайском все? На нидерландском? Францис. Нидерландс. Ну, тут... Ну, в общем, ребятки, у нас новая забава появилась. Что, включил? Что ты делаешь? Сейчас они накрутят такого. Тут накрутят. Чапки у меня были специально. Такое все стильное сейчас, да, в таких упаковках все. Ну, короче, на палец надо. Валерий показывает мастер-класс. Разобрались. У нас петарды взрывают уже третий день подряд. Третий день подряд у нас уже и в 2 часа ночи, и в 3. Нет, 4 уже нет. Видимо, они идут спать. Но вот целую ночь, полночи вот взрывают эти петарды в самых непредсказуемых районах. Вот, такое ощущение, какая-то компашка. У меня тут, я готовила, я еще просто не переодевалась. Вот какая-то компашка, знаете, разъезжает по городу. Может быть, и не одна компашка. И так вот развлекается, знаете. Вот, ну, прям такие, знаете, взрывы, прям неожиданно такой, не очень приятненько. А вообще здесь якобы будет сегодня на набережной прям праздничный салют. Будет минут 15, он вроде бы как каждый год в одно и то же время, в одном и том же, точнее в 12 ночи, в одном и том же месте, над рекой это все действие происходит, просят прийти пораньше. В общем-то, говорят, что это очень красиво. Посмотрим. Пойдем. Мы 5 минут собираемся идти, потом 5 минут не собираемся идти, потом опять собираемся, потом опять передумываем. Короче, не знаем. Посмотрим, как пойдет.
там как красиво.